Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. В 1935 году состоялся второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. На съезде был принят примерный устав сельскохозяйственной артели. Сталин на выпуске красных командиров произносит знаменитую фразу: «Кадры решают все». В феврале пущен первый испытательный поезд московского метрополитена. В Москве открылся первый в СССР международный кинофестиваль. На Кузнецком металлургическом комбинате в Новокузнецке был построен самый крупный в Европе цех по производству горячекатанного листового проката. Организовано добровольное физкультурное общество «Спартак». И в 1935 году монета 2 копейки выпускалась в двух вариантах: старом с надписью на аверсе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», и новом, где этой надписи не было. При этом нумизматы выделяют 5 разновидностей монеты 2 копейки 1935 года нового типа. Монеты чеканились из алюминиевой бронзы. Вес двухкопеечника соответствовал номиналу 2 грамм. Друзья, в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим 2 копейки 1935 года, который оценивается на аукционах в $2500. Время от времени оформление штемпелей на монетных дворах подвергалось кардинальному обновлению. Часто это связано не столько с изменениями в технологии изготовления штампов, сколько с изменениями в государственной символике. Обновленная в 1935 году монета 2 копейки как раз из этого разряда. В процессе выпуска годового тиража она стала чеканиться новым типом штемпеля для лицевой стороны. С аверса двухкопеечника в 1935 году исчезла круговая надпись в виде лозунга пролетариата, в результате чего герб и аббревиатура СССР под ним немного увеличилась в размерах. Также на гербовой стороне поменялся шрифт букв, причем изменения эти происходили прямо в процессе чеканки тиража. Обычно обновленные монеты принято выпускать с Нового года, а здесь реформа началась в 3-4 квартале. Новые штемпеля с изменением рисунка, плюс старые, еще не пришедшие в негодность, ошибки гравера. Результат предсказуем. Появилось много разновидностей 2 копеек с датировкой 1935, 5 из которых принято считать основными. У этой монеты различают 2 варианта аверса и 3 реверса. При этом цена образовавшихся разновидностей сильно различается. Друзья, самые дорогие 2 копейки выпуска 1935 года, отчеканенные сочетанием аверса с 4 стеблями в срезе под гербом и реверса с узелками на колосе. Эта монета оценивается нумизматическими каталогами в $2500. При этом, если узелки отсутствуют, то стоимость образца резко падает до $1500. А если стеблей в левом срезе уже 5, то цена такого экземпляра сразу опускается еще на порядок ниже. Здесь важна именно комбинация одного из вариантов аверса и одного из реверса. Чтобы выделить этот раритет в массе иных двухкопеечников, потребуется внимательно и скрупулезно изучить обе стороны монеты. За данной монетой ведется непрестанное наблюдение, и большинство монет этой партии перемещается между, так сказать, солидными частными коллекциями, минуя публичные торги. Друзья, для вашего удобства можно определить разновидность 2 копеек 1935 года. Это можно сделать, скачав по ссылке, которую я оставлю под этим видео в описании, каталог Андрея Федорина «Монеты страны Советов». Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской, поделиться этим видео с другом или же в одной из соцсетей. Возможно, кто-то ищет эту информацию. На этом я буду заканчивать.
С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.